Всем привет! Меня зовут Владимир Мельников, и я снимаю видео для своего канала на YouTube, в частности про основы электротехники. Сегодняшняя тема — тиристоры и оптроны. Но прежде чем я начну основную часть данного видео, хотелось бы сказать то, что сегодняшняя тема является как продолжением к предыдущему видео. Ссылки, соответственно, будут под видео и в описании к видео. Перейдем к основной теме данного видео. Начнем с тиристоров. Это полупроводниковые приборы, имеющие 3 и более PN переходов и работающие в двух устойчивых состояниях: открытым или закрытым, проще говоря. Условно-графическое обозначение тиристоров. Прежде тиристоры подразделяются на два вида: на так называемые тиристоры и динисторы. И те, и другие выполняют всю ту же основную задачу. То есть это выпрямление из переменного электрического тока делают постоянный электрический ток. Динисторы и тиристоры, они отличаются по конструкции. На изображение слева в верхнем углу приведен самый простейший динистор, где изображено анод и катод. Анод — это та ножка, на которой электрический ток заходит, а катод, от которого уже идет, после которой идет электрический ток. Но по конструкции вы видите, там схематично две параллельные черты. И тиристор изображен уже схематично следующим образом. Также палочки, треугольник и, скажем так, управляющий электрод. Управляющий электрод изображен в виде такой загогульки. Также анод и катод. Управляющий электрод — это, скажем, его можно регулировать вручную. Также, помимо того, как они изображены на схеме, они бывают разных форм и размеров, что динистор, что тиристор. Собственно, на данном изображении приведены самые такие простейшие динисторы и тиристоры. В левом нижнем углу, собственно, приведена схема PN переходов. Также изображение справа в нижнем углу приведены схематические данные, как выглядят такие же полупроводниковые приборы, те же динисторы, тиристоры и так далее, о чем буду рассказывать в последующих видео. Под буквой А это динистор, под буквой Б это тиристор, а под буквой ВГ я не очень помню, но тоже полупроводниковые приборы. Но, как правило, они не так часто у нас встречаются в электротехнике, а в машиностроении, разделе электрика, тоже не очень часто. Я просто привел для общего ознакомления, какие бывают разновидности полупроводниковых приборов. Итак, переходим к следующему маленькому подразделу. Это оптроны. Что же такое все-таки оптроны? Это полупроводниковый прибор, состоящий из заключенного в общий корпус светоизлучающего диода и фотодиода, называют оптроном. Они предназначены для гальванической развязки электрической цепи, между которыми существует оптическая связь для передачи информации. Вот как выглядит самая простейшая схема
аптронов. То есть, по сути, на изображении мы видим все те же диоды, самый простейший диод. Но тут мы видим то, что информация переходит от одного к другому с помощью света. Вот видим овал на данном изображении. Это, собственно, то, в чем все это заключено, то есть своего рода корпус. И также мы видим разновидности этих аптронов. Они бывают на основе транзисторных аптронов. Что такое транзит? Я уже рассказал в одном из своих предыдущих видео. Ссылки будут в описании к видео и под видео. И тиристорный аптрон. Это, собственно, то, что я вам только что рассказал. Только картинка перевернутая. И как выглядят тиристоры и аптроны? В общем, бывают разных видов. Бывает, как на самом верхнем изображении в виде таких, скажем так, их называют жучками. Потому что вы видите, вот у них, скажем, есть туловище и есть ножки, которые похожи на лапки. Поэтому их еще называют жучками. И тиристоры такие старые, советские, такие редко, но тем не менее тоже еще называют восьминогами, потому что имеются туловище и ножек, соответственно. Конечно, не 8, но, как правило, от 3 и более. Вот. Ну, в основном все. Данная тема, конечно, была короткая, но, тем не менее, тоже важная. Ну, из основного все, что я хотел вам сегодня рассказать. Пишите, пожалуйста, комментарии, если будут какие-то вопросы. Ставьте пальцы вверх. Также не забывайте подписываться на мой канал. Ну, а на этом все. Всем спасибо и до новых встреч.